Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас, наверное, в таком первом обычном влоге после Нового года. Я давно уже с вами не встречалась в таком формате, чтобы просто поговорить и показать свою обыденную жизнь. Ну, что сказать, показывала вам, как мы празднуем Рождество, как мы отпраздновали Новый год, но и вот после Нового года что-то меня сразило, и я заболела и слегла в кровать. Температуры у меня не было, но был кашель, был насморк и такая слабость и головокружение, что больше всего меня вот так вот мучило, можно сказать. Кашель у меня такой легенький, еще до сих пор есть, так пару раз так что-то откашлять. Но это не какая-нибудь простуда, это не бронхит, у меня здесь вот ничего нету. Но откуда такой немножко удушливый кашель, не могу понять. Мне кажется, что это какой-то вирус, даже если у меня не была температура. Конечно же, ни к какому врачу я не ходила, потому что в такое время, которое сейчас, сидеть по поликлиникам, где очереди, записываться, это целая морока. Вот, лечилась тем, что было под рукой, тем более, что температуры не было. Поэтому вытащила целый свой арсенал. И, конечно же, мои дорогие зрители мне подсказали в комментариях, чтобы я не забыла про те сосновые шишки, которые я заготавливала летом и показывала вам, как я это делаю. Я, конечно же, о них не забыла, вытащила и тоже ними пользовалась. Также я на зиму сохранила черную смородину, я ее собрала и пересыпала сахаром. И можно сказать, что она очень хорошо сохранилась со всеми своими витаминами. Так что ее также я употребляла. Ну и, конечно же, всякие народные средства, которые у меня есть дома. Вот, и на кашель, и делала ингаляции, которые мне очень тоже помогли. В общем, чай из липы тоже заготавливала, у меня огромная липа в саду. И я каждый год такой этот сухоцвет из липы стараюсь заготавливать, чтобы было на зиму, на такие вот ситуации. Хотя липу вот так попить я очень люблю с медом. Она такая пахучая, у нее такой аромат, что мне всегда припоминает детство. И я с удовольствием иногда такую липу приготавливаю, чтобы немножко себя побаловать. И как ко всему назло, вот когда я болела, у нас произошли неприятности с отоплением. Кто со мной давно, тот знает, чем я отапливаю дом. Если нет, посмотрите, у меня есть ролик на канале «Как отапливать камином дом». И там я рассказывала о всех особенностях нашего камина с водным, я забыла, как это на русском языке. По-польски это называется «с пłaszczem водным», а по-русски я забыла. Ну, то есть там в камине есть такое приспособление, как змеевик, и он, нагреваясь, греет воду, которая подключена также к батареям. Но и камин у нас греет теплую воду для мытья, для купания, то есть для нужд дома. Поэтому, когда мы топим в камине, мы одновременно греем воду для пользования, и также камин греет сам по себе, потому что он у нас за стеклом, то есть он сам по себе греет внизу поверхность помещения и посылает воду в батареи наверх. Так что очень и очень удобно, очень выгодно. Вот, хотя в этом году в Польше дрова подскочили до такой цены, что это просто невозможно. Если мы в прошлом году покупали дрова и платили за 1 кубометр, мы платили 180 злотых, то в этом году мы уже платили, ну, мы заказываем всегда в мае месяце, 280 злотых, то есть 100 злотых на 1 кубометре больше. И то мы заказывали в мае, а уже в июле эти дрова пошли на 400 с лишним злотых. Я вот осенью проверяла с доставкой, это надо считать 480-500 злотых за 1 кубометр. Посмотрите, как подскочила цена. Это просто что-то невозможное. Если раньше у нас постоянный поставщик, и он или держал цену, или же если повышал, то какие-то 10 злотых для нас, как для таких клиентов уже старых, то тут посмотрите, какая цена. Я не знаю, вот я в ужасе, за какую цену мы будем заказывать дрова в мае месяце, что это будет. Вот, так что, ну и почему я рассказываю про отопление,
потому что у нас что-то в этой системе испортилось. Мы раньше, когда вот всю эту систему 10 лет назад устанавливали, у нас в этой системе предусмотрена помпа, которая там воду толкает, воду там в батарее и в котел, где греется вода. Но она уже за истечением лет немножко, как бы сказать, уже выработалась и начало что-то там трещать. Поэтому муж пошел, выкрутил ее, пошел в магазин и сказал, чтобы ему продали такую же, как эта. Ну, ему продали, мы ее, как бы сказать, замонтировали, установили. Ну и что-то с этой помпой у нас как-то, такое у нас впечатление, что она слабее работает, хотя говорили, что такая же самая. Но и ситуация оказалась таковой, что наверху у нас только в одной комнате очень хорошо греют батареи, а в 2 комнатах и на лестничной клетке они, увы, холодные. Но мы не знали, что и делать, позвонили мастеру, он нам подсказал, чтобы там долить в систему воды, чтобы повысить давление. Муж это сделал, и как бы на первых порах все установилось хорошо, мы обрадовались, отопление было во всех комнатах, все окей. Но вот вчера или позавчера мы топили, и опять то же самое. В 2 комнатах батареи практически холодные. Но и теперь вот разгар сезона отопительного, а у нас проблемы. И нужно будет договариваться с мастером, посмотрим, что он нам скажет. Потому что это тоже не весело, когда ты топишь дрова и бросаешь их в камин, а в результате тепло не доходит до всех помещений, понимаете? Ну и вот как раз это пришло на то время, когда я кашляла и болела, поэтому я переместилась в ту комнату, единственную комнату, где 2 батареи греют. Как говорится, на огонь можно смотреть бесконечно. Вот этот экран с таким пылающим огнем, это для меня лучший телевизор. Вот когда видишь дрова, которые лежат тут около камина, их можно сразу подбросить, становится теплее и радостнее на душе. Особенно, когда вот такая праздничная атмосфера еще около камина, то вообще настроение поднимается, и отходить от этого места просто. Скажу вам, что вот тепло от камина и как оно расходится по дому совершенно по-другому ощущается, чем когда мы топим мазутом. Эти батареи теплые только тогда, когда работает котел, а когда он не работает, сразу холодно, а камин все-таки оставляет тепло. Дети попросили, и сегодня я начинаю печь булочки, вернее, буду делать тесто на моей хлебной заквасочке, то есть без дрожжей. Вот я кладу столько закваски на глаз. И на ее базе буду теперь готовить тесто. Добавляю молоко, теплое подогретое молочко, и буду его смешивать вместе с закваской. Кстати, у меня на канале есть подробное видео с всеми ингредиентами на канале про пирожки, поэтому зайдите, посмотрите, там я все детально показываю. Вот и рассказываю. А сегодня буду готовить тесто и немножко с вами поболтаем. Я добавила в тесто взбитые яйца с сахаром, и теперь буду все еще раз хорошо перемешивать и по дороге добавлять следующие ингредиенты. Скажу вам, что те, кто пробует мои пирожки и не знает, что я не употребляю дрожжи, они даже не догадываются, как я это делала. По дороге я еще добавила соль и жир, то есть масло растопленное, и теперь всыпаю муку постепенно и размешиваю ложкой. Вот так. Муку добавляю, как я сказала, постепенно, чтобы не было таких больших комочков. И когда уже добавлю такое солидное количество, перейду на ручной замес. Вот так руками вымесить тесто и оставляю его на ночь в теплом месте, накрою. До утра оно очень хорошо вырастет. Смотрите, результат. Это мое тесто утром. Прекрасно выросло.
Я очень довольна и теперь приступаю к следующему этапу. Вот я выложила тесто на доску, покажу вам, как оно выглядит, вот какая его структура. Очень мягкое, нежное, не клеится к рукам, очень хорошо с ним можно работать. Оно такое пластичное, что если я буду делать пирожки, я даже не пользуюсь скалкой. Тесто будет очень хорошо укладываться в руке. Вот так я разделываю, вот порезала на такие полосочки, и теперь буду отрезать по кусочку, вот так, и формировать булочки, которые будут предназначены для пирожочков. Вот мои булочки, вот так я их заворачиваю вниз, вот так такие булочки делаю, сейчас я их накрою, и они будут расти. Вот так я их накрою, но у меня сегодня дома не слишком тепло, мы еще не топили, и сейчас я вот возьму еще накрою таким одеяльцем. Вуаля, вот мои булочки, они хорошо подросли под прикрытием, и я приступаю к пирожкам. Вот уже первые на противне. Я их делаю с смородиной и яблоком. Ну вот мои пирожки, вот я сняла их с противня. Очень вкусные, мягкие, и они уже разлетаются на ура. Мои даже не ждут, пока они остынут. Вот, посмотрите, какая красота. Вот с яблочком и также вот со смородиной. Видите, они очень классно выросли. Поэтому заходите на канал, берите рецепт и обязательно пеките такие пирожки, если у вас есть закваска. А если нет, вместо закваски берите обычные дрожжи. Кто в Польше соскучился за лавашом, заглядывайте в Бедронку. Там продают вот такой армянский лаваш. 5 штук в упаковочке. Стоит оно что-то 4 злотых с чем-то, кажется. Я не помню точно. Но вот такие 5 штук и размер такой, как вы видите сейчас. То есть он не разворачивается, а вот такие 5 лепешек в квадратной формы. Я уже покупала не раз, мне нравится, поэтому берите. Это не то, что тортилла. Посмотрите на состав тортиллы, на состав лаваша. И, конечно же, я пришла к выводу, что полезнее покупать именно лаваш, а не тортиллу. Сегодня я буду готовить на второе вот такие, как сказать, рулетики с лавашом. Я добавляю желтый сыр, ветчину, яичко. У меня есть перец маринованный, горошек, дала сосиску и соус бешамель. Вот такие рулетики, и я их отправляю в духовку. Температура 150-170 градусов, минут 15-20. Вуаля, вот такие рулетики у меня получились. Вместо бешамель можно добавить майонез, но я предпочитаю соус бешамель, потому что он не такой калорийный. На сегодня у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно возвращайтесь ко мне в гости. Пока-пока.